Добрый день, и снова канал Masters of Body вас приветствует. Андрей Шарапов, Константин Придьма, и сегодня с нами моя ученица, будущая чемпионка по бикини Анита. И, конечно же, спортклуб Оранж всегда с вами. Тема сегодняшнего нашего выпуска – спортивные тренировочные принципы в бодибилдинге и фитнесе. В этом выпуске мы хотим предоставить вам, на наш взгляд, очень интересные, давние, испытанные, проверенные тренировочные принципы, которые помогут парням в процессе массонабора, увеличения силы, увеличения силовой выносливости, а девчонкам также помогут сохранить здоровье, уменьшить нагрузку на позвоночник, не перекачивая отдельно взятые части, акцентировать внимание на те части тела, которые необходимы им в тренировочном процессе. Итак, первый, на наш взгляд, очень эффективный тренировочный принцип – это принцип повторения через силу. Также его еще называют принцип форсированных повторений. Он отлично подходит для начинающих, но не новичков, спортсменов, которые находятся в стадии массонабора. Также поможет выйти из застоя более опытным атлетам. Благодаря помощи напарника снижается риск травмироваться. Спортсмен выполняет определенное количество повторений с рабочим весом, который он может сделать сам. И когда, казалось бы, мышца уже не может работать, подключается его напарник, и вместе они продолжают через силу выполнять еще несколько повторений. Таким образом, мышца уходит в полнейший отказ, и это дает максимальный налив и сокращение. Также для девушек этот подход может быть полезен в процессе похудения или работы на рельеф, особенно если это касается работы с ногами. Благодаря напарнику девушка сможет сделать, к примеру, не 10-15, а 15-20 повторений, что очень хорошо скажется на сепарации квадрицепсов и на дополнительной проработке ягодичной мышцы. Также это поможет разгрузить с помощью напарника и обезопасить работу позвоночного столба и, например, коленных суставов. И вот теперь через силу, когда, казалось бы, ноги уже не могут работать, мы продолжаем сохранять это напряжение в рабочей области мышц. Этот принцип применим не только в работе с ногами, но и в других мышечных группах, в которых, например, девушкам нет необходимости добиваться огромного объема, но рельеф и жесткость необходимы. Например, французский жим лежа, то есть прокачка трицепсов. Вряд ли какая-то девушка захочет иметь себе огромный трицепс, если, конечно, она не профессиональная бодибилдерша. Но прокачанные жесткие ручки, отсутствие так называемых флагов, это в приоритете у многих. И вот благодаря помощи напарника, наблюдаем, помимо 10-12 возможных, с хорошим весом девушка может выполнить 15-20 повторений, что действительно прожигает трицепсы и делает их очень рельефными. Также по вашему усмотрению можно использовать принцип для проработки любых других мышечных групп, как мы уже объявили, которые нуждаются либо в сепарации, либо в увеличении мышечной массы, как для парней. Очень похож с предыдущим принципом, это принцип негативных повторений. Разница лишь в том, что позитивную фазу движения можно выполнить с помощью читинга, или эту фазу полностью выполнит напарник. Если в первом принципе, который мы вам озвучили, напарник помогает проработать мышцу по всей длине амплитуды, как в позитивной фазе, так и в негативной, второй принцип концентрирует на выполнении негативной фазы, что позволяет сделать больше повторений с большим рабочим весом и способствует лучшей гипертрофии мышечных тканей. Напарник полностью помогает в данном случае поднять штангу в позитивную фазу, а негативную спортсмен полностью сконцентрируя выполняет сам. Еще одна вариация выполнения принципа негативных повторений. Спортсменка поднимает ноги с помощью напарника, а движение вниз медленно, подконтрольно выполняет сама.
Следующий – принцип непрерывного понижения весов. Его главное преимущество – это максимальное утомление тренируемой мышцы, особенно в последнем подходе, которое можно сделать без помощи напарника или страхующего. Например, подъемы гантелей на бицепс. Спортсмен берет максимально возможный вес и выполняет 3, 4, максимум 5 повторений, так как вес большой. Потом, понижая следующую, берет пару гантель, и мышца таким образом продолжает держать постоянное напряжение. Если взять вес на порядок больше рабочего, мышца устает уже к 4-5 повторению. Таким образом, выполнив всего 12-15 повторений, рабочая мышца будет находиться в предельном напряжении все 15, а не во второй половине подхода. Этот принцип хорошо помогает при наборе мышечной массы, проработке и детализации отдельно взятой мышцы. Вы увидели применение этого принципа в вариации подъемов гантелей на бицепс. Также хорошо применяется в приседании и во многих подобных упражнениях. Выполнив 4-5 повторений, уменьшается рабочий вес, и спортсмен, продолжая сохранять пиковое сокращение мышечное, работает дальше. В нашем случае штанга, конечно, имеет демонстрационный вес, но на практике используется максимальный рабочий вес, возможный для конкретного спортсмена. Следующий пример в исполнении девушки, например, это ягодичный мост. Анита, наша спортсменка, в обычную тренировку вешает с каждой стороны в машине Смита по 10 кг, выполняя 12-15 повторений. Благодаря принципу непрерывного понижения весов она может позволить себе с каждой стороны повесить не по 10, а по 15 кг. Вес, конечно, очень большой, и с таким весом она может выполнить 4-5 повторений, но уже к 5-му повторению ягодичная мышца испытывает колоссальное напряжение. Понизив вес на 10 кг, продолжает и выполняет еще 4-5 повторений. То есть уже к 10-му разу нагрузка гораздо больше, чем в обычном повторений, в обычном подходе, который она делала ранее на тренировках. И последние 5 повторений окончательно зажгут ягодичные мышцы. Еще одна вариация с понижением веса. Любимое женское упражнение — отведение в кроссовере с манжетом на ягодичную мышцу. Так как ягодичная мышца любит, чтобы на нее воздействовали хорошим весом, этот принцип тренировочный очень подходит. Выполнив 5 повторений максимально тяжелым весом, понижаем на одну плитку грузовой стек и продолжаем укреплять результат. Именно благодаря такому принципу, как я уже и сказал, из 15 повторений первые 10 не уходят в холостую, в никуда. А мышца начинает работать и максимально включаться уже после 5-го повторения, что значительно повышает продуктивность выполненного подхода. Следующий, на наш взгляд, очень хороший и недооцененный тренировочный принцип – это принцип растянутого подхода. Он подходит как продвинутым, так и начинающим, как мужчинам, так и женщинам. Помогает дополнительно воздействовать на отстающую мышцу. Суть его в чем? Во время выполнения обычной вашей тренировки вы между подходами с определенной периодичностью вставляете ту мышцу, которая, на ваш взгляд, недостаточно получает внимания или является у вас отстающей. Например, икроножная. То есть тренируется грудь в течение всей тренировки, но после 3-4 подхода делается один подход на икроножную мышцу. Например, подъемы на носки в тренажере. Или же у вас отстает брюшной пресс.
Также вы качаете спину всю тренировку, но независимо от этого, через каждых 3-4 подхода с определенной периодичностью выполняете подъем ног в висе. Таким образом, за всю тренировку у вас набегает приличное количество повторений и подходов. Тем самым, выполняя, например, икроножный или пресс, таким образом получается что-то вроде активного отдыха. Покуда вы качаете пресс, например, разгружается поясница. Или покуда спортсмен качает икроножную, отдыхают грудные мышцы. Следующие принципы будут интересны девушкам, атлетам в предсоревновательной фазе подготовки или же спортсменам, желающим слегка разнообразить, шокировать мышечную систему. Можно использовать также для отдыха от больших рабочих весов. Принцип 1 плюс половина и принцип частичных повторений. Выполняя приседания, как, например, девушка может делать одно полное повторение, а второе в нижней точке амплитуды. Таким образом, рабочий вес на штанге будет меньше, что не даст раскачать квадрицепс, а акцент на ягодичную мышцу увеличится. Используя же принцип частичных повторений, можно вообще не вставать полностью, используя только нижнюю часть амплитуды, тем самым полностью акцентируя внимание на проработку, в данном случае ягодичной мышцы. Можете сами судить, что происходит в этот момент в квадрицепсах, которые горят, и, естественно, в акцентированно прорабатываемой ягодичной мышцы. Парни же могут использовать принцип частичных повторений для доработки и детализации прорабатываемой мышцы, например, при режиме лежа. Андрей в данный момент выполняет 10 полных повторений, или любой другой спортсмен. И когда мышцы, казалось бы, уже при рабочем весе уходят в отказ, можно сделать 3 повторения в верхней точке амплитуды. Рабочая мышца от такой техники взрывается. Приседания же, если девушки акцентировали внимание на нижнюю точку амплитуды, парни могут после 8-10 полных приседов добавлять 3-5 повторений верхней амплитуды, тем самым акцентируя внимание именно на работу квадрицепса. После такой работы закачка крови в квадрицепс будет максимальна. Получите и рельеф, и силу, и мышечную сепарацию. Сава, сделай нам кофе. У тебя есть кофе? Шучу, не надо, дай водички.